Минутка ретро. Как и почему Анджелина Джоли подарила Билли Бобу Торнтону место на кладбище 43-летней Анджелина Джоли, одна из самых красивых, привлекательных и сексуальных женщин в Голливуде. Ее личная жизнь всегда интересовала общественность ничуть не меньше ее профессиональных успехов. Развод с Брэдом Питтом, новости о котором появляются в СМИ чуть ли не каждый день, тому подтверждение. Поэтому сегодня в нашей постоянной рубрике мы решили вспомнить об одном из ее самых безумных и страстных романов, с актером Билли Бобом Торнтоном, который стал ее вторым мужем. Как заявил в недавнем интервью актер, они расстались потому, что его жена была открыта миру, в то время как он страдал агорафобией, расстройством психики, сопровождающимся страхом скопления людей и открытых пространств. Почему и по сей день отношения этой пары, которая рассталась много лет назад, вызывает у публики большой интерес, рассказываем в нашем материале на Сплетник. Это сейчас Анджелина Джоли, примерная мать 6 детей, 3 из которых – приемные, известный борец за равноправие полов, успешная актриса и режиссер. Но была она такой далеко не всегда. Отец Джоли много пил, поднимал руку на мать, и скандалы в семье не были редкостью и, конечно, наложили большой отпечаток на психоэмоциональное состояние Анджелины и ее поведение. Уже в 14 лет она стала сниматься обнаженной, могла похвастаться очень бурной для ее юных лет личной жизнью, успела попробовать наркотики и увлеклась игрой с холодным оружием во время занятий сексом. В самом начале моих первых сексуальных отношений я использовала ножи. Помню, что в одну из ночей мы с моим партнером буквально напали друг на друга с ножами, и у меня даже остался след рядом с еремной веной, вспоминала она несколько лет назад. Первый раз замуж актриса вышла в 20 лет, ее супругом стал знаменитый актер Джонни Ли Миллер. Правда, этот брак продлился недолго, через год пара развелась. Со своим вторым мужем Билли Бобом Торнтоном Джоли познакомилась в 1999 году на съемках фильма «Управляя полетами» «Пошингтонь». Через год 25-летняя Анджелина и 45-летний Билли Боб поженились. Этот роман был одним из самых эксцентричных, если не сказать странных. Если обычно пары проявляют свои чувства трогательными поступками и красивыми подарками, то эта чета свою любовь выражала крайне неординарными способами. Джоли и Торнтон не только сделали татуировки с именами друг друга, но и обменялись кровью, которую поместили в специальные сосуды и носили их затем на шее. Есть пустые медальоны, в которые обычно вставляют фото бабушки и носят на шее. Она купила парочку таких. Мы часто разлучались, так как она снималась в Ларе Крофт, Лара Крофт, а я – в Бале монстров, Монстерс Бал. Она сочла,
что будет интересно и романтично, если мы возьмем маленькое лезвие, порежем себе пальцы, намажем немного крови на эти медальоны и будем носить на шее. Люди так делают с волосами маленького сына или дочки. Это то же самое. После этого мы стали носить пузырьки с кровью на шее. «Мы были вампирами и жили в подземелье», — рассказывал Торнтон. Впрочем, на этом супруги не успокоились. Решив удивить мужа на годовщину свадьбы, Джоли преподнесла ему безумно, и это ключевое слово, оригинальный подарок. Актриса подарила мужу участок на кладбище в Арканзасе. О себе она тоже позаботилась и приобрела участок по соседству, тем самым как бы намекнув, что их любовь будет жить вечно. Возможно, для людей это покажется немного странным, но для нас это нечто особенное. Я позвонила его матери, чтобы узнать, где похоронена большая часть их семьи, и зарезервировала там участки, чтобы однажды, когда мы умрем, мы были рядом друг с другом. Это был мой подарок ему. Он дал мне документ, заверенный нотариусом, в котором говорится, что он будет со мной всегда. Возможно, это забавный способ для того, чтобы закрепить эти слова, но мы сделали это таким образом, говорила актриса. С подарком Джоли, надо сказать, угадала. Торнтон оценил его по достоинству и отметил, что это станет утешением для них обоих. Интересно, что мрачная тема загробного мира привлекала Джоли с детства. В 9 лет, когда умер ее дедушка, она впервые побывала на похоронах. Церемония ее отнюдь не испугала, а, наоборот, вызвала большой интерес и даже восхищение. С тех пор она особенно полюбила черную одежду, стала иногда гулять по кладбищу и даже мечтала обзавестись собственным бюро ритуальных услуг. «Если бы моя карьера в кино не сложилась, я бы занялась похоронным бизнесом», — признавалась она. Брак Анджелины Джоли и Билли Боба Торнтона, которые клялись друг другу в вечной любви, скрепили свой союз кровью и собирались быть вместе даже после смерти, распался через 3 года. Тем не менее они остались друзьями и до сих пор тепло отзываются друг о друге. К слову, после развода Джоли и Торнтон свели татуировки, посвященные друг другу. А вот что стало с их местами на кладбище, неизвестно. Источник интервью фото Getty Images. РУ